В этом видео мы поговорим о новых нодах, которые появились в дизайнере 13.0.0. Это вертексные процессоры. В них мы научимся работать с контурами, рассмотрев множество примеров применения их для движения, поворотов, масштабирования, маскирования. Эта тема состоит из двух частей. В первой части мы рассмотрим простые примеры. Во второй части будем более комплексно подходить к работе с контурами, попутно создавая функции нужные и исправлять возможные баги с маскированием островов по контурам. Всем привет! Итак, когда я писал курс, первую часть, в этот момент вышла 13-я версия дизайнера. Это было где-то летом. Я до него никак не успевал добраться. На самом деле добрался и обратил внимание, что достаточно много инструментов появилось для швов, для создания швов и скаттерингу по сплайнам. Вот вы видите сейчас пример. Адобовцы сделали очень много инструментов по путям. Вот здесь вот в библиотеке они все есть. И по сплайнам очень много инструментов. Но в нодах по путям есть две интересные ноды. Это Vertex процессоры. Vertex процессор обычный и Vertex процессор Simple. Они, в принципе, одинаковые практически. Единственное, только в одной ноде больше переменных присутствует, можно использовать, в другой меньше. Сейчас мы их и будем рассматривать, но прежде давайте сейчас я просто покажу простую схему, допустим, как адобовцы сделали движение по сплайнам. Есть два варианта у них. Это первое через маску. Через маску делаются пути. Потом пути переводятся в сплайны, и уже по сплайнам скаттерится какая-то форма. Здесь не обязательно кружки могут быть любая другая форма может быть. Здесь в input можно вводить свою форму. Есть еще вариант простой. То же самое. То есть я, грубо говоря, делаю маску. По маске делаются пути. Дальше добавляется нода, которая может выделить отдельные пути по длине и уже их перевести в сплайны. Вот эту вот ноду, мы на ней подробно еще остановимся, мы ее переделаем. На самом деле, что делает эта нода? Вот у нас была маска, по ней создались вот такие вот пути. Видим, да? И теперь в ноде PathSelect мы можем... Так, давайте я ноду превью вытащу. И в ноде PathSelect мы можем поставить какое-то значение и показать все сплайны больше этого значения, либо меньше этого значения. Вот смотрите, сейчас было изначально вот столько сплайнов. Сейчас их стало намного меньше, потому что тут ограничение есть. В ноде PathSelect ограничение по длине есть. То есть если я начну крутить, уменьшение, все сплайны, которые будут больше 0,34 по длине, они будут показываться. Либо я могу увеличивать это значение, и у меня сплайны будут, конечно, выбираться другие. Маскироваться уже более мелкие. Также можно инвертировать это выделение. Здесь сейчас стоит опция «больше» данного значения, и можно поставить меньше данного значения. То есть переключаться либо туда, либо сюда. И когда я начал работать с путями, то мне вот этого недостаточно было. То есть мне нужно было выделить что-то среднее. Допустим, вот эти два путя надо было выделить. А эта нода, она не может выделить эти два путя. Поэтому я зашел в нее, я ее чуть переделал под себя и сделал свою ноду, которая выделяет пути в диапазоне. То есть у меня стоит какое-то центральное значение и диапазон. Плюс-минус какое-то число. И тогда я смог выделить, допустим, вот эти два путя. Это мы все сделаем. То есть, на самом деле, два основных способа у нас есть. Да? Создание скаттеринга по сплайнам. Вот эти вот я вам показал. Есть еще третий способ, в который присутствует еще дополнительная нода. Это как раз нода
Vertex процессор. Мы возьмем пока Vertex процессор Simple. И если мы подключим ее после ноды PathSelect, вот так вот в связку, и попробуем посмотреть, что у нас там в скаттеринге вышло. Давайте переключим ее сюда. Не переключается так. Вот так вот. И мы видим, что у нас тут пустота. Хотя, если на превью посмотреть, у нас там были, конечно же, пути. Неудобное слово пути, конечно. И сплайны нельзя назвать, потому что отдельно сплайны тут есть. Давайте я буду иногда называть это контуры. То есть у нас есть контуры, но они входят в эту ноду и пропадают. На самом деле здесь нужно работать с функцией, которая называется perVertexFunction. Заходим сюда, и здесь нужно что-то написать. Давайте еще выйдем. На самом деле, если мы наведем на ноду, то у нас будет подсказка, что здесь появляется на самом деле две переменных. Одна float 2 vertex.pos, вторая переменная pathID float. И третья переменная булевая vertexCorner. Что они означают? Давайте зайдем. Помним, да, что одна у нас получается float 2, другая float и третья булевая операция. Попробуем взять float 2. И открываем, и видим, что тут нету ее. На самом деле ее нужно вводить вручную. Первая vertex pos. Это float 2. Вторая переменная float. Ее тоже тут нету. Тоже вводить надо вручную. PathID. И третья переменная булевая. vertexCorner. Итак, мы их все ввели. И теперь смотрите, давайте я вам объясню, что это за переменные, что они означают. На самом деле vertexPos это позиция каждой точки контуров, которые сюда входят. То есть вот здесь вот на самом деле в эту ноду входят вот эти вот контуры. И если я включу showVertex, мы увидим, что вот точки появляются. Вот эти точки это и есть вертексы, которые можно использовать вот здесь вот в ноде. Что содержит эта переменная? Она содержит просто координаты. То есть координаты каждой точки. Дальше. PathID. PathID это номер каждого контура. Допустим, вот у этого может быть номер 1, номер 2, номер 3, номер 4, номер 5. И вот здесь вот эти переменные, вот здесь эта переменная присутствует. И vertexCorner это угловые точки. Ну, на самом деле, тут не очень удачный пример. Это круги. Тут, по идее, углов нету, но на самом деле в круге есть всегда один угол. То есть начальная и конечная точка, она считается угловой. Но если будет квадрат, то в квадрате там будут 4 угла. Теперь, если мы сейчас возьмем каждую точку и выведем ее на вывод, то мы увидим, что у нас сразу все появилось. Положение точки текущей входит в функцию и тут же выходит. То есть функция на самом деле ничего не делает. Но если мы сейчас возьмем, это у нас двухмерная координата. Если мы сейчас возьмем и прибавим к ней какой-то другой двухмерный вектор, то мы начнем их двигать. Все точки подряд. Смотрите. Так, я сделаю это выводной нодой. И вот мы видим, что у нас все наши сплайны начинают двигаться. То есть я могу по X, по Y двигать. Получается, у нас входят координаты текущей точки, они меняются, и точка на выходе уже переходит в другое положение. Таким образом работает Vertex процессор. С путями. Как мы можем с путями разобраться? Если мы сейчас входящее значение пути будем проверять с каким-то числом, это флоты, но одни целые числа, допустим, с единицей. И если у нас
если у нас будет правда выходить из этой ноды, то мы двигаем точки этого контура. Если нет, то у нас точки остаются на месте. То есть обратите внимание, как я сейчас подключил. И теперь, если я сделаю это выводной нодой, мы увидим, что один кружок у нас улетел. Это как раз круг с ID равный единичке. Если мы поставим 2, мы увидим, что у нас другой круг поехал. И мы можем только его двигать. Ну и, соответственно, мы можем сделать здесь диапазон, допустим. Если у нас путь больше 2, то у нас происходит движение. А если меньше 2, то они остаются. Ну или там какое-то другое число. 11, к примеру. 11 значит все там, скорее всего. Семерка, вот 2 осталось. Да, значит 9 их всего там. 9 контуров получается. Вот так мы можем использовать PathID. То есть PathID, он определяет, какой контур сейчас текущий у этих точек. Vertex Corner это угловые точки, то же самое. Допустим, если мы сейчас закинем их в условный оператор, мы сейчас их все увидим. Если это текущая точка, если это угловая точка, Vertex Corner, то мы ее двигаем. Если не угловая, то все остается на месте. И у нас сейчас угловые точки сдвинутся все. Вот, смотрите, все угловые точки сдвинулись. То есть вот таким образом можно использовать все эти переменные. Итак, я это все удалю. Сейчас мы двигали точки по входящему вектору, который мы двигали вручную. Ну давайте, раз уж это Substance Designer, надо что-то сделать параметрическое, чтобы происходило автоматом. Я предлагаю добавить сюда рандом. Итак, давайте попробуем. Так, во-первых, давайте покажем все наши сплайны, все наши контуры. Давайте здесь в Path Select сделаем так, чтобы они были все видны. Будем работать со всеми. И теперь попробуем сдвинуть каждый круг рандомно в какую-либо сторону. Можно было бы сразу подумать, что это можно сделать вот так вот, через единичку. Рандом мы делаем на x, рандом на y. То есть здесь выходит рандом от 0 до единицы. Складываем это. Во-первых, отнимаем от 0,5 все это значение, чтобы у нас было движение от минус 0,5 до плюс 0,5, а не от 0 до единицы. Так, вычитаем. Раз, два. И это складываем в вектор. Вектор сложили, да? И теперь добавим к нашим координатам точек. Если мы так включим, мы увидим, во-первых, большой разброс у нас сразу же, да? Давайте сейчас чуть-чуть уменьшим. Мы вот этот вот вектор изменения через скалярное произведение будем умножать на какой-то коэффициент. Сейчас 0. И вот если мы чуть-чуть начинаем двигать, мы видим, что точки рандомно, хаотично начали улетать в разные стороны. Это происходит потому, что мы не подключили сюда переменную PathID. Каким образом ее можно подключить? Нам нужно, чтобы точки одного пути уходили на одинаковый рандом по x и y. То есть мы можем использовать global random тут. Мы возьмем global random, PathID переведем в integer
И если мы подключим сюда, в Global Random, то для контура 1, для контура номер 1, сюда будет входить единичка, и всегда будет одинаковое число рандомное. То есть, допустим, 0,5. Если у нас будет 2, то другое будет рандомное число для всех точек этого сплайна. Это как раз то, что нам нужно. Поэтому мы вместо обычного рандома сейчас подключим Global Random. Это так. И это вот так. И вроде работает, но немножко не так. Потому что у нас на самом деле сейчас одинаковое число на движение идет на x и на y. Нам нужны разные числа. Поэтому нам просто нужно добавить к целому числу какое-то любое другое большое число. Ну, желательно большое. И вставить в y. И теперь, если я начинаю крутить ползунок, то мы видим, что у нас хаотично разлетаются круги. То есть вот в этом большой плюс Vertex процессора. Он на вывод может выводить контуры, которые пересекаются. Такого нельзя добиться в ноде Mask2Paths, потому что тут по маске создаются контуры, то есть замкнутые пути. Они не могут тут пересекаться. Но Vertex процессор нам помогает это сделать. Давайте теперь попробуем применить сюда, применим какой-нибудь noise. Это тут тоже возможно сделать. Смотрите, если мы зайдем в инстанс параметры ноды, мы увидим, что здесь сейчас еще есть ползунок, который добавляет входящее изображение. То есть, если я начну двигать, у меня прибавится сразу два изображения входящих, цветное, черно-белое. И дальше 4. То есть, есть два варианта. 2 изображения и 4. Значит, сюда нам можно вставить какую-нибудь карту. Мы возьмем Gaussian Noise, вставляем. И как нам ее теперь отсюда забрать? На самом деле, мы также через Vertex Pos будем забирать значение карты в этой точке. То есть, смотрите, если я сейчас закину в Blend эти две ноды, и, к примеру, я вижу, что вот здесь вот точка, координаты этой точки будут браться и переноситься, проецироваться на нашу карту шума. И оттуда брать значение карты в этой координате. Давайте мы сейчас это сделаем. Так, пусть у нас будет текущая картинка вот эта. Это все мы стираем. Оставляем наши переменные. Итак, Vertex Pos. Мы отсюда можем вытащить Sample Gray, нашу черно-белую карту. Обратите внимание, что по умолчанию тут input 0, но на самом деле черно-белая карта у нас получается input 0, 1, 2, то есть input 2. Я сейчас здесь должен поставить двоечку. И теперь мы можем использовать значение нашего шума в этой точке. Каким образом мы это можем сделать? Мы можем разделить координаты на одиночные x и y. Координаты вертекса. И, допустим, к x прибавим значение шума в этой точке. Но, конечно, тут сейчас от 0 до единицы оно достаточно большое, поэтому я также через multiply сейчас через маленькое значение буду прибавлять его. То есть здесь я прибавил и опять собираю координаты вектора точки. Координаты точки обратно. И делаю его в одной нодой. Смотрим, что у нас получается. Пока ничего, потому что я перемножаю на 0 шум. И сейчас, если я начну увеличивать,
то мы видим, что по оси X относительно шума у нас двигаются точки вправо, либо влево. Если мы здесь подкрутим Scale, то мы можем настроить более плавное передвижение точек. Плюс ко всему, смотрите, давайте мы вернемся в ноду Mask2Path и перекинем ее в превью. Так, Mask2Path. И в превью у нас ничего не видно. Еще раз. Вот, появилось. Итак, смотрите, если я включу вертексы, то мы увидим, что вот здесь вот большое расстояние между ними. И чтобы сделать более четкий, более плавный переход, нам нужно просто больше вертексов поставить. Большее количество вертексов крутится вот в этой переменной DecimatePath. Если мы уменьшаем, то расстояние между точками уменьшается и их становится больше. Если мы на 0 поставим, их вообще будет очень много. Ну, на 0 нежелательно ставить. Лучше ставить, можно поставить какое-то минимальное значение. Сейчас точек мало. И у нас получается искривление по шуму более плавное происходит. За счет того, что у нас точек много стало. Если я поставлю меньше, мы увидим, что у нас появляются углы. Вот они углы, потому что мало точек. Вернем на большое количество точек, чтобы было плавно. Поставим на двоечку, к примеру. Итак, по оси X мы сдвинули по нашему шуму. Если мы включим также по Y, то у нас на одно и то же значение будет сдвигаться по X и по Y. И давайте на самом деле, чтобы у нас движение было не в одну сторону, а вправо и влево сразу. Если я увеличиваю коэффициент, то у нас двигается вправо. Чтобы у нас все оставалось на месте, мы должны просто input 2 вычесть из 0,5. Float 0,5. 0,5 это серый цвет. Если из серого цвета вычитать 0, будет 0,5. Если единицу, то минус 0,5. Получается, что таким образом мы делаем движение и вправо, и влево по оси X. Вот. И у нас получается, если мы начинаем двигать ползунок, все равно двигается вправо или влево. Знаете почему? Потому что у нас карта немножко смещена. Если я сейчас включу Levels, мы увидим, что если я чуть-чуть подправлю, давайте я увеличу побольше. Вот, да, сейчас на месте стоит. Вправо-влево. Я подровнял гистограмму, она стала более нейтральной. Так она более темная была. Так, вернемся. И сейчас, если я то же самое буду подавать на Y, то у нас будет немножко неправильный шум. Да? Он будет у нас одно и то же значение будет на X и на Y подаваться. Каким образом можно это избежать? Мы можем взять, скопировать input 2 и уже сюда вставить не значение точки текущей, а, допустим, изменить текущее значение точки, прибавив к нему какое-то рандомное значение. И сейчас, если я подключу вот сюда вот в шум, я увижу, что у меня другие значения. Это по X я подключил. Теперь я подключаю это для Y. То же самое я вычитаю из 0,5. Здесь давайте я сразу соберу вектор двумерный. И уже его буду перемножать скалярным произведением на коэффициент. Сейчас стоит 0. И так как это двумерный вектор, то его можно сразу сложить
сразу сложить с нашими исходными координатами точки. И теперь, если мы это выведем и начнем крутить наш коэффициент, мы видим, что у нас сейчас наши контуры по нашему шуму разлетаются в разные стороны плавно. Дальше можно с помощью такого хитрого приема через PathID не нарисовать какие-либо сплайны. Допустим, я не хочу первые нарисовать. Я спрашиваю, PathID равен единице или нет. Если равен, то я все точки этого сплайна выставляю в положение 0,0. Если не равен единице, то у них остаются координаты как есть. Сейчас я делаю это выводной нодой, и мы видим, что один сплайн пропал. Мы также можем проверить со вторым, с третьим. Также можем какое-то условие задать. Допустим, я не хочу нарисовать, чтобы я хочу сплайна нарисовать от 3 до 5. То есть, если у нас сплайн больше 3, PathID, и меньше 5, на самом деле меньше равно 5, давайте меньше 6 поставим. И меньше 6 мы ставим логическое и вставляем сюда. И мы видим, что у нас пропало, получается, 2, 4, 5, 2 сплайна. Также мы можем поставить здесь большее значение и таким образом вырезать. Тоже интересный прием. Получается, что если точки ставятся в одно и то же положение, я думал, вот здесь в 0,0 будет точка, но на самом деле ее нету. Если точки контура ставятся в одно и то же положение, то этот контур не рисуется. Так, дальше поехали. Что у нас с поворотами? Давайте для этого возьмем какой-нибудь другой шейп. К примеру, пусть будет пирамида. Сделаем ограничение по цветам. Получается такая лесенка. Ну, поставим тут 10 значений. Через Edge Detect сделаем маску. И как-нибудь вот так вот. Все, теперь берем Mask to Path и закидываем эти пути в Vertex процессор. Возьмем Simple опять пока что. Так, я возьму, скопирую вот эти ноды и выведу их сюда. Зайдем в Vertex процессор. Сразу поставлю тут переменные Vertex Pos и выведу ее, чтобы видеть. Вот у нас такое получилось. Такие квадраты друг в друге. Давайте чуть-чуть подправим с помощью Edge Detect, чтобы одинаковое было расстояние. Вот, да. Приблизительно так. Чтобы мне крутить отдельно контуры, мне придется взять еще переменную getFloat PathID. И также мы будем использовать Global Random. Давайте закинем это через integer. Через float1 Global Random.
Так, здесь у нас на выход сейчас от 0 до единицы. Вычтем из 0,5, чтобы в разные стороны крутилось, да? И для поворота мы будем использовать функцию. Если мы в поиске rotate введем, мы увидим, что тут rotate вектор 2. Эта функция поворачивает вектор 2 вокруг какой-то pivot точки на определенный угол. То есть сейчас, если я вставлю положение вершин сюда в вектор, угол у нас будет крутиться с помощью... Мы будем сейчас его вручную крутить. Точнее, не вручную, а рандомно. Рандомно, извиняюсь, да? Рандомно. И сейчас рандом слишком большой будет. Мы сразу через multiply подключим. Вот таким образом, да. И так как у нас сейчас квадраты имеют центр в центре нашей картинки, координаты центра у нас получается 0,5 и 0,5 по x и по y. Значит, мы просто берем float 2, вставляем здесь 0,5 и здесь 0,5. И вставляем в точку, вокруг которой будет крутиться. Так, выводим это все, делаем выводной нодой, и вот у нас начали они крутиться. То есть мы видим, что наши сплайны начинают рандомно крутиться вокруг заданной точки. Давайте сейчас попробуем наши квадраты по какой-нибудь последовательности покрутить. Мне на ум сразу приходит, я могу сделать вторую карту, в которой будет в 2 раза больше шагов. Сейчас я сначала сделаю, и вы поймете, что я хочу сделать. Так, я сейчас блендю. И посмотрю, где находятся мои пути. Смотрите, получается, что я хочу сделать? Я хочу сделать так, чтобы каждый путь у меня накладывался на один цвет. То есть, к примеру, вот этот путь у меня наложится на вот этот цвет, который имеет значение 498 тысячных. Вот здесь вот по всему пути будет одно и то же число. И теперь, если мы эту карту, вставим в наш Vertex процессор, вытащим ее отсюда. Image 2 не забываем ставить. И будем его перемножать. Его будем перемножать на multiply. И все это будем перемножать на наш поворот по ID. И теперь смотрите, какой эффект у нас будет. Сейчас, если я увеличиваю... у нас рандомно. У нас рандомно поворачивается. Рандом здесь нам надо убрать. То есть вместо рандома я буду вставлять вот это вот значение. И смотрите, получается, что у меня каждый круг, каждый квадрат все сильнее и сильнее закручивается. Почему это происходит? Потому что я сюда вставил, конечно же, хитрую карту. Это у меня градиентная карта. Вот здесь значение карты максимальное, почти единичка. И значит внутренняя форма будет намного сильнее крутиться.
внешние формы будут намного медленнее крутиться. И получается у нас вот такой рисунок из сплайнов. То есть мы таким образом можем использовать карту и поворот. А что нам делать, если если центр каждой формы не находится в одном и том же месте? Сейчас у нас, получается, квадраты были отцентрованы все. Возьмем, давайте, другую какую-то форму. Пусть будет какой-то прямоугольник у нас. Сделаю тайлинг. Давайте вот так вот. Вот это я сейчас все скопирую. И я вставлю наши новые формы в Mask to Path. У нас появились формы. Давайте подправим, чтобы они были ровнее, чтобы было больше точек. Отлично. Так, переподключим на выход, на output. Вот сейчас у нас форма, и каждая форма у нас, центр каждой формы находится в разном месте. Каким образом их можно крутить? Здесь на помощь нам приходит нода FloatFill. Мы берем FloatFill и уже из FloatFill забираем ноду, которая называется FloatFill to Position. Что она делает? Она закрашивает наши формы в один цвет. Обратите внимание, этот цвет не меняется. По R и G у нас одинаковые значения. Вот если я повожу, я вижу, что и R, и G каналы не меняются. На самом деле это координаты центра данной формы. То есть в данном случае, если я вот приблизительно на центр наведу, я вижу, что у меня вот эти значения и вот эти значения, они будут совпадать. Вот. Вот сейчас практически совпало. Возьму вот здесь вот и то же самое проверяю. Красный канал 35 сотых. 35 поставил. Зеленый канал 25 сотых. Да, 25 так и есть. То есть вот эти вот координаты, мы можем вытащить их отсюда. Но здесь есть небольшие подводные камни. Смотрите. Если я сейчас сблендю эти два значения, и приближу, то на самом деле не все точки могут попадать на данную форму. Вот эти вот точки, скорее всего, могут не попасть на форму. Как с этим бороться? Конечно, через distance. Мы пропускаем все через distance, через маску. И у нас, получается, заливается все вот так вот. И теперь мы видим, что у нас спокойно идет перекрытие. Здесь мы должны переключить на Only Source. Все. Сейчас один и тот же цвет попадает четко на весь контур. И эту карту мы можем использовать. Так. Эту карту мы можем использовать в нашем пиксель-процессоре. Мы вставляем ее в цветной вход. Заходим сюда. Так, это мы все удалим. Заново напишем. Так, значит, вытаскиваем значение цветной карты у каждого пикселя, относительно каждого пикселя. Нам нужен X и Y. Вытащили. То есть вот положение центра данного пути, данной точки.
И теперь, если мы возьмем ноду Rotate, в Pivot мы вставляем вот это значение. Vector Position вставляем вектор 2. И вот здесь вот мы можем уже, допустим, так, сделаем это выводящее значение. Допустим, начать крутить. Так, у меня пропала часть. Так, у меня небольшая ошибочка вышла. Небольшая ошибка вышла, потому что здесь я input 0 поставил. Но мы помним, что цветное изображение это input 1. Ставим input 1. И сейчас у нас все начинает работать. То есть мы видим, что мы начинаем крутить каждую форму вокруг ее центра. Что мы можем еще из флутфила вытащить? Мы можем взять ноду FloatFill, взять RGBA Split и вытащить, допустим, какой-то... Даже нет, тут одинаковые получается. Мы просто возьмем градиент, обычный градиент, и вставим в черно-белую карту. И сейчас, если мы вместо нашего флоута подставим значение нашего градиента в каждой точке, так, не забываем тут переключить, здесь у нас input 2. Ну, давайте также перемножим по мультиплаю, так как тут большие значения у нас всегда идут. Вставляем сюда. Перемножение на 0, пока ничего не происходит. И вот если мы начинаем сейчас крутить, мы видим, что у нас верхние начинают больше крутиться, а нижние меньше, потому что у нас градиент задает вот этим верхним формам больший угол поворота, темная часть градиента меньший угол поворота. И можно использовать его для такого поворота форм. Допустим, как-то вот так вот. Так, дальше у нас остался масштаб. Давайте для масштаба мы возьмем Tile Sampler. Вставим в него три формы. Допустим, первая будет квадрат. Вторая будет у нас круг. И третья будет полигон. Полигоны, допустим, будут у нас маленькие. Кружки побольше. Так, а полигоны совсем маленькие. Вставим в pattern input. Поставим тут три значения. Посмотрим, что у нас выходит. И давайте мы раскидаем относительно карты. Допустим, возьмем еще один shape. Пирамиду. И вставим в карту Pattern Distribution. И будем использовать скаттеринг не по рандому, а по карте по нашей. Ну и давайте, наверное, ее инвертнем. Так, вот таким образом у нас вышло. Давайте сделаем поменьше, наверное, 10 на 10. Отлично. Все, и подставляем теперь наши ноды.
Это я все отрублю. Значит, я вставляю в mask to path. Пути сработали, отлично. Здесь сейчас мы заново все напишем. Для масштаба это мы удаляем. Пока сделаем выводной нодой вот так вот, чтобы было все видно. Поднастроим. Так, перетащится? Не перетащится. Окей. Так. Все готово для примера. И теперь заходим в нашу функцию. Так, извиняюсь, заходить мы будем вот так вот. Так. Каким образом можно подхватить масштаб? Я буду также использовать ноду floatfill. Сейчас я объясню, что я буду делать. Также floatfill to position. И вставлю нашу карту сюда. Для чего нам нужны центры наших фигур? На самом деле, если мы будем знать центр и точку, давайте я сейчас это нарисую. Я знаю центр этой фигуры, и я знаю вот эту точку. И тогда мы можем провести вектор. Вектор провести мы можем очень просто. Если у нас какая-то фигура, допустим, вот такая рандомная, вот у нас центр фигуры, а вот текущая точка. Координаты точки у нас центра вот, это вектор. И координаты текущей точки вот. Как узнать вот этот вектор? Это у нас вектор c. Вектор c равен вычитанию векторов. Давайте назовем это А, это b. И вектор c равен вектор А минус вектор b. Что нам даст, если мы узнаем вектор c? Мы можем этот вектор увеличивать на какое-то число, умножать, и тогда каждая точка нашей фигуры будет улетать от центра. Но нам нужно, чтобы вектора были одинаковые. То есть, допустим, вот этот вектор по длине и вот этот, они у нас разные. Чтобы сделать одинаковые вектора, мы будем нормализовывать их. Поехали. Итак, у нас вот это вектор А. Вектор b это у нас центр данной фигуры. Центр мы вытащим из карты image 1. Так, я это отодвину. Вот это у нас вектор b. Значит, нам нужно найти вектор c. Это получается a минус b. Мы берем и вычитаем вектор а минус вектор b. Но здесь четырехмерный вектор, поэтому мы вытаскиваем только xy и вычитаем xy. Так, это у нас центр. Центр у нас у каждой... точнее, это не центр, это вектор от центра до точки идет. Это вектор c. Это вектор c. Теперь, он у нас для каждой точки разной длины. Чтобы он был одинаковый, мы просто применим нормализацию вектора. Нормализация вектора, она приравнивает данный вектор к единице. Длина вектора будет единицей у всех векторов на выходе вот здесь. Это то, что нам нужно было. И теперь, если мы так вот,
сдвину, чтобы больше места было. Если мы перемножим на какое-то число этот вектор, то мы его будем увеличивать. И значит, каждая точка от центра будет на одно и то же значение улетать. И получается, что как будто бы фигура будет масштабироваться. Но тут есть также проблема с нашими точками. Их может быть не очень много. Если мы возьмем превью, включим Show Vectors, включим Show Vertex, включим Show Vertex, и мы видим, что вот здесь вот точек нету, да? Вот здесь есть. На самом деле лучше использовать, конечно, вот такие вот фигуры, не прямоугольники, не квадраты, а более плавные. Они тогда, конечно, будет лучше масштабироваться. Ну, давайте попробуем. Так, мы, значит, центры вставили сюда. Я забыл. Мы должны пропустить же еще это через distance, чтобы наверняка весь наш контур входил в данные цветные фигуры. И вставляем маску. Так, здесь не забываем only source включить и вставляем ее уже сюда. Заходим в нашу функцию и смотрим на результат. Так, пока 0. Если мы начинаем увеличивать, ничего не происходит, потому что у нас вот это выходная нода. Мы ставим вот здесь выходной нодой умножения. И у нас что-то уже улетело. Видимо, очень сильно. Давайте 0,1 поставим. Ага, да, я сам запутался. Смотрите. Получается. То есть я умножил вектор c. Это вектор c у нас умноженный. Так его надо еще и сложить потом с вектором нашей точки. И тогда она сдвинется у нас. То есть получается, смотрите. Этот вектор c мы передвигаем в сторону точки вот так. И уже вот эта у нас точка финальная будет. Это у нас вектор А. Это вот он вектор А у нас был. И мы прибавляем вектор c, который у нас перемноженный на какой-то коэффициент. И тогда у нас будет искомая точка. Поехали. Мы складываем координаты точки текущей с вектором, который у нас получился. Так, вот это больше похоже на правду. Нажимаем единичку. Да, вот у нас начинается увеличение. Ой, слишком сильно. Давайте еще перемножим тоже на какое-нибудь маленькое число. 0,2. И его будем вставлять сюда. Так, и вот сейчас, если мы начнем крутить, по крайней мере, давайте 0,4. 0,5 подойдет. И вот сейчас, по крайней мере, они не так сильно начинают двигаться. Вот, мы видим, что формы теперь увеличиваются относительно центра. Мы можем взять, замаскировать какие-то формы изначально. Маска рандом, к примеру, взять. И все равно у нас будет работать наше увеличение и уменьшение. И обратите внимание, как увеличивается квадрат. Мы видим, что вот здесь вот происходит скругление. Это происходит потому, что вот эта точка относительно центра увеличивается на единицу, а вот эта точка относительно центра тоже увеличивается на единицу. Но на самом деле вот в этой плоскости вот это расстояние, давайте я сейчас нарисую. Вот в этой плоскости
вот эта единичка и вот эта единичка, они от плоскости удаляются на разные расстояния. И получается такое скругление небольшое у прямых линий. Когда монтировал это видео, додумался до идеального решения, что если мы отключим нормализацию вектора, то у нас нивелируются вот эти разные расстояния от прямых, и тем самым будет четкое увеличение масштаба, как сейчас вот здесь на превью. Теперь давайте добавим еще сюда одну карту. Я также из флутфила вытащу FloatFill to Box Size. Эта карта нам показывает, заливает формы относительно их размера. Я применю AutoLevels. Верну обратно. Уберу маску в 0. Верну обратно все фигуры. И смотрите, чем больше фигуры, тем она светлее. Чем меньше, тем она темнее. Это как раз то, что нам нужно. Мы сейчас будем использовать это вместе с масштабом. И давайте сделаем какой-нибудь более сильный переход. Тут достаточно маленькое изменение. Давайте мы пропустим через ноду Power. И поставим степень 6, к примеру. Отлично. Теперь мы не забываем, что нам нужно использовать Distance. Маска и форма. И используем OnlySource. Так, карта готова. Сейчас мы ее можем вставлять в наш Vertex процессор. И ее тут использовать. Мы ее вытаскиваем. И ее мы можем ставить на перемножение. На перемножение вот сюда вот. Так, и мы видим, что карта не работает, потому что мы неправильно подключили ее. Vortex 2, по-моему. Да. Сейчас очень сильное изменение. Мы перемножим на маленькое число все это. Итак, проверяем. Вот, смотрите. Получается, что у нас центральные фигуры. У них здесь более светлая часть. Они у нас как бы маскируются, и практически весь масштаб приходится только на них. А крайние остаются на месте. И вот таким образом можно использовать несколько карт. Это один из примеров. Это все мы сейчас делали в Vertex процессоре, который Simple. Давайте возьмем другой Vertex процессор. Посмотрим, что он нам дает подсказка. Тут говорится о том, что помимо Vertex POS переменной и PathID переменной добавляются еще две переменных. Prev.pos и next.pos. Это предыдущая точка в данном контуре и следующая точка в данном контуре. То есть, если у нас есть... Давайте я это удалю. Если у нас есть какой-то контур, вот это одна точка, вот это вторая точка, это третья, четвертая. Получается, если у нас вот эта текущая точка, то точка prev, вот она. А точка next, вот она. В принципе, я думаю, понятно.
И читаем дальше. А также можно использовать prev2 pos и next2 pos. То есть помимо вот этих двух точек, можно еще использовать вот эту и еще следующую, вот эту вот. Чтобы их можно было использовать, нужно вот здесь их включить. Сейчас стоит по умолчанию все на нуле. Prev и next точки. И в данном случае получается у нас ничем не отличается от simple процессора. Чтобы использовать эти точки prev и next, надо их просто включить здесь. Включили. Также заходим сюда. Извиняюсь, не так, а вот здесь вот через empty function. И вбиваем здесь вручную, опять же. Текущая точка есть. Prev точка есть. Next есть. И давайте пока так остановимся. Как их можем использовать? В принципе, мы можем также использовать в том же масштабе, но не используя карту FloatFill. Смотрите, я сейчас это все удалю. Это у нас это Simple процессор, это обычный. Вставляю сюда его. Открываю. Пока делаю текущие точки мои. И начинаем рисовать. Смотрите. Так, я это сейчас сотру. Сделаю другой немножко рисунок. Вот у нас, допустим, фрагмент нашего контура. Это точка Vertex Pos. Это точка Prev. Это точка Next. Если мы сейчас вычтем из координаты точки Next координаты точки Prev, то у нас получится вот такой вот вектор. Это если Next вектор минус Prev. И на самом деле этот вектор, он является практически, если точки достаточно близко находятся, то он является практически касательной к точке Vertex Position, к точке Vertex Pos. А если мы знаем направление касательной, то мы можем и нормаль точки найти, вот эту вот. Нормаль точки перпендикулярно касательному вектору к этой точке. Давайте мы сейчас вектор касательный найдем. Он у нас находится очень просто. Вычитается prev минус next. Тут на самом деле не важно next или prev. Мы потом просто минусом или плюсом подправим все. Так, это у нас касательное к точке. Дальше. Как нам найти нормаль к точке, к текущей? Через скалярное произведение векторов у нас есть функция dot-продукт. Что она делает? Она производит скалярное произведение векторов. Допустим, А на Б это длина вектора А на вектор Б. Я тут поменял местами случайно. И умножить на косинус угла между ними. Но если мы будем перемножать
перпендикулярные вектора, то косинус 90 градусов на самом деле равен нулю. И значит перемножение перпендикулярных векторов равно нулю. Также можно вот эту формулу записать через координаты точек. Если у нас вектор А имеет координаты x1, y1, вектор B имеет координаты x2, y2, то А на B, все это мы в принципе проходили, но я еще раз повторюсь, то А на B равняется x1 умножить на x2 плюс y1 умножить на y2. И если эти векторы перпендикулярны, то все это на самом деле тоже равно нулю. Мы можем вот это стереть и найти корни вот этого уравнения. На самом деле мы можем просто здесь схитрить. Мы можем сразу вставить какую-то одну координату, допустим, x. Я вставлю координату x. X искомого вектора будет равен единице. Так, это у нас вектор пусть будет А, это вектор B. Значит, x2 равен единице. Получаем, что x1 умножить на 1 плюс y1 умножить на y2 равняется нулю. Значит, чтобы найти y2, мы можем просто его отсюда вывести. y2 равняется x1, деленное на y1, со знаком минус. И вот таким образом мы нашли перпендикулярный вектор. Но единственное, что... Давайте я сейчас сначала... Да, мы сейчас запишем его. Поехали. Значит, это у нас вектор А. Это вектор А. Вектор B нам надо найти. Мы условились, что координату у вектора B мы уже нашли. Она равна единичке. Поэтому мы просто float ставим единицу. И выводим в координаты вектора искомого сюда в координату x. Дальше. y2 равняется x1, деленное на y1. x1 это у нас координаты вектора А. Значит, мы отсюда вытаскиваем x и вытаскиваем y. X делим на y и умножаем это на минус единицу. Вставляем сюда. Что у нас вышло? У нас получилось, что вот это вот сейчас вектор B. Вот он. Но он у нас неизвестно какого-то значения большого. С размером все понятно. Мы сейчас нормализуем его, да, потому что мы единицу ставили, единица какая-то огромная была. И в самом начале я рассматривал просто 4 варианта. Я брал систему координат, брал какую-то фрагмент контура. Это предыдущее, это следующее. Получается, вот здесь вот у меня как будто центр был. Дальше я брал точно такой же наклон, но центр, чтобы был вот здесь вот. Потом я поменял вот так, сделал вариант. И еще сделал вот так вариант. И я понимал, что смотрите. Вот у этой линии, вот у этого контура, в этой точке, я поставил x равно единице. То есть x равно единице где-то в этой стороне. Значит, у меня вектор смотрел вот сюда вот. Но на самом деле мне его нужно перевернуть в эту сторону. Это ж нормаль вектор, нормаль к точке, значит она повернута должна быть сюда. Значит здесь нужно мне умножать все на минус. То есть вот этот вектор b на минус перемножить. Смотрим здесь. У меня x равнялся единице, значит тоже смотрит сюда. Совпадает с нормалью, отлично, значит здесь плюсик. Здесь
из этой точки единичка по x где-то здесь. Значит, у меня направлен вот сюда вектор. Значит, здесь тоже плюсик. Здесь у меня вектор также направлен сюда, но на самом деле нормаль должна быть в эту сторону направлена. Значит, я его перемножал на минус. И я вначале делал через условные операторы, проверял, в какую сторону наклоняется график, но на самом деле все оказалось проще. Можно делать через тангенс-функцию. То есть нам нужно знать угол наклона. А угол наклона это получается угол наклона вот этого вектора. Вектор А, то есть вот этого вектора. Вот у нас вот этот вектор А. И у этого вектора сейчас нам нужно найти угол наклона. Но на самом деле угол нам не нужно искать. Нам нужно сразу найти арктангенс угла. И вот здесь вот получается, что если арктангенс угла наклона больше нуля, я тут буду сравнить с нулем, то я не буду перемножать на минус этот вектор. Если меньше нуля, то буду перемножать на минус. Но давайте сейчас, прежде чем перемножать на плюс или на минус, мы его нормализуем. Нормализация вектора. Умножим на минус единицу. И теперь, если тангенс угла положительный, вот у нас тангенс угла положительный. Не, минус. Да, я перепутал. Значит, нам нужно, если тангенс угла положительный, то у нас минус. Больше нуля, значит минус. Если тангенс угла отрицательный, то плюс. Так, что у нас получилось вот здесь? Вот здесь у нас получился вектор. Он у нас единичный и направлен, это нормаль вектора единичная получается. И теперь нам нужно взять и добавить к текущей точке нормаль вектора. Но нормаль вектора единички очень большая, поэтому мы перемножим сразу же на скалярное произведение. Перемножим сразу на число. И выведем. Так, у нас какие-то точки пропали. Так, при увеличении у нас... Сейчас, секунду. Что-то работает. Давайте сейчас мы поставим сюда большую форму. С мелкими непонятно. Вот, большой круг. Давайте мы его сделаем не настолько большим. Пусть он у нас будет где-то по центру. Так, проверим. Так, все, работает. Только да, видите, у меня все-таки я перепутал плюс с минусом. Значит, вот здесь вот надо просто поменять местами. Я меняю местами. При увеличении у меня увеличивается фигура, при уменьшении уменьшается. Почему у меня вот здесь вот происходили какие-то глюки? Я подозреваю, что из-за того, что у меня вот здесь где-то не хватало точек. То есть вот эта точка бралась, превью этой точки вот здесь рядышком, а next точка далеко. И как вариант из-за этого пропадали точки. То есть не все идеально получается, но этим можно пользоваться. Так. То есть мы видим, что увеличивается, уменьшается все. Все отлично.
То есть вот таким образом отличается обычный Vertex процессор от Simple процессора. То есть тут больше переменных. На самом деле это один из примеров, как можно использовать предыдущие точки и следующие точки. Я думаю, можно найти еще и другое применение. Плюс ко всему, смотрите, тут у нас можно добавлять изображение не 4 теперь, как в Simple процессоре, а уже 8. То есть максимально 8 входящих изображений, 4 цветных, 4 черно-белых. Здесь можно сделать много условий и таким образом изменять наши входящие контуры.